Приветствую тебя, зритель! Ты на канале Игра де Жанейро. На связи с тобой Хитрый Лис. В пятницу у нас прошло обновление, но, к сожалению, сейчас у меня не было особо сильно времени. Я прохожу диспансеризацию постболезненную. Те, кто переболел, должны через какое-то время пройти диспансеризацию. Я имею в виду болезнь, та, которая сейчас косит многих. Так вот, я сейчас ее активно прохожу, и времени у меня совсем мало. Но, тем не менее, обновление вышло, и я хотел бы здесь его зафиксировать в рамках канала, чтобы оно осталось в истории. Здесь ничего такого большого и особенного нет, поэтому быстренько, коротко переходим. Итак, начнем с того, что в статуе героев был какой-то баг. Я успел пройти в пятницу где-то до 185 или 190 этажа, после чего разработчики благополучно все сбросили, ничего нам, никакую компенсацию не выдавали, но все плюшки, которые мы собирали по пути, они остались, и перезапустили эту статую по новой. То есть мы смогли пройти еще раз заново все этажи. Кто успел пройти, тот, конечно, молодец. Остальные, не успели, так не успели. Ничего страшного. Так что не удивляйся, если вдруг у тебя прогресс вдруг обновился. А если вдруг ты не знал, то на всякий случай зайди и пройди еще раз, потому что прошлые результаты не будут зачитываться, и, соответственно, награды в конце недели за прохождение статуи ты не получишь. На этой неделе у нас стартовал огненный разрушитель. Я его буду закрывать как минимум 2 раза, а возможно получится даже 3. Хочу добить своего кровавого мага. Осталось мне, по-моему, 150 что-то в этом роде фрагментов, и я его закончу наконец-то, а дальше буду уже забирать в обмене глаз, вернее, обмене легендарного героя, скорее всего, буду забирать Неджу, чтобы добить ему звездочку, и на этом все, возможно, мне даже не хватит. А если хватит, то доберу, конечно же, Ло. И, в принципе, то, ради чего мы здесь сегодня все собрались, это, конечно же, пропуск славы 33-й уже по счету, и он посвящен такому герою, как Лун И. Вообще неожиданный выбор со стороны разработчиков, но, тем не менее, в этом сезоне ты сможешь забрать себе красивый достаточно скин на Лун И. Мы сейчас его посмотрим и там уже поговорим. Надо отметить, что Лун И когда-то выдавался, небольшой достаточно промежуток времени, но выдавался в качестве стартового персонажа при первом пополнении в игре. Потом его заменили на Лейна, но какое-то время здесь был Лун И. Итак, вот он, наш герой Лун И. Когда-то его вводили как контр-персонажа для епископа. Епископ был чересчур переапанным, и его все собирали, и вот это его разделение урона, оно, конечно, очень сильно мешало, и тогда ввели Лун И. Но потом постепенно стали вводить новых героев, и не то чтобы Лун И стал хуже, просто на их фоне он стал немножечко теряться. Тем не менее, герой обалденнейший, я как-то собирался его качать, но со временем фокус внимания сместился на других персонажей, и так я его, по-моему, и не выкачал. Теперь, что касается его образов. У него уже был скин, и это скин побеждающий Будда, который давал ему здоровье. И вот он для Лун И был, конечно же, шикарен, потому что в первую очередь Лун И это персонаж поддержки. И его задача жить как можно дольше и помогать всем своей ладошкой, так называемой, дланью, накладывать наказания и запрещать всем противникам бафы. Чем дольше он живет и чем больше он развешивает свое наказание на соперников, тем гораздо эффективнее становится игра за него. В этом же обновлении разработчики добавили новый скин, и этот скин повышает его ловкость. Честно говоря, я никогда не пытался из Лун И сделать дамагера. Ловкость нам подсказывает, что можно было бы выбивать его ладошкой гораздо больше, тем более у него 2 заклинания, которые также наносят урон, и они завязаны на ловкости, но я никогда особо этого не пробовал делать. Лун И должен был выполнять совершенно другие задачи. Тем не менее, ловкость также поднимает еще нам и защиту физическую и магическую, если помнишь, по видео, где я разбирал все характеристики по одному туда и туда. Поэтому не лишним будет, и если у тебя есть такая возможность, конечно же, доставать стоит. Что касается самого образа, образ красивый. Называется он Архат золотого тела или золотое тело Архата. Насколько я так
полазил, посмотрел, что такое архат, потому что слово для меня, честно говоря, было новеньким, и это человек, вернее, существо, наверное, пусть человек, который освободился от цикла перерождения в буддизме, то есть он вырвался из так называемого колеса сансары. Учитывая, что у нас Лун-И такой монах, то, естественно, конечно, продолжение этой тематики выглядит красиво, реально красиво, но мне кажется, на мой взгляд, в том стиле, в котором я играл, побеждающий Будда гораздо более эффективный скин, нежели этот, с точки зрения поддержки. Но повышаем ему урон, и, возможно, Лун-И сможет еще лучше раскрываться. Тем более, ничто не мешает использовать оба скина, даже если ты активируешь какой-нибудь из них, эффект от другого будет также работать. Достаточно просто его иметь. Они суммируются, и поэтому ты можешь иметь оба, никто этого не запрещает. Но, на мой взгляд, донатить за него я бы не стал. На этом все. Вот такое небольшое обновление. Ждем следующее обновление в эту пятницу. И я очень надеюсь, что оно принесет нам ивент, который связан с китайским Новым годом. Я ожидал его сейчас, но его не было. Надеюсь, разработчики нам подготовят что-то интересное к следующей обнове. Подписывайся на канал, ставь палец вверх, делись этим роликом с друзьями и долбани в колокол, чтобы не пропустить другие ролики по игре. Оставайся с Лисом, впереди нас ждет еще много интересного и полезного по игре, и не только. Лис прощается с тобой. До новых встреч!